Здравствуйте, друзья! Запретная тайна Т-статики. Экстренный выпуск. Сегодня я снова приоткрою завесу над тайной свободной альтернативной энергии. То, что вы сейчас услышите, может перевернуть ваши взгляды на современную энергетику. Бесплатная энергия существует. Об этом стараются не говорить, чтобы не нарушить баланс в мировой экономике. Но альтернативная энергетика существует, как и генераторы свободной энергии. Ими уже много лет пользуется закрытая община в швейцарском городке Линден, близ Берна. Эти генераторы используют Т-статику – свободное статическое электричество из атмосферы Земли. Их можно увидеть сегодня в городке Линден, близ Берна. Часть этого городка принадлежит христианской коммуне, которая отгорожена и тщательно охраняется. В этой коммуне примерно 250 членов, многие из которых физики, выпускники университетов Женевы, Лозанны и Берна. Но это не только исследовательская лаборатория, здесь свой телевизионный центр, киностудия, небольшой завод по производству мебели, мастерские, гаражи, жилые дома. Как вы, наверное, уже догадываетесь, никакой электроэнергии это сообщество не потребляет, и этот факт является самым точным во всей этой истории, так как на счета местной электростанции, снабжающей энергией весь городок, никаких денег от них не поступает, что выяснили дотошные журналисты. Просто у них в подвале одного из домов сооружена собственная электростанция, которая и производит электроэнергию из ничего. Изобретатель этого неисчерпаемого дарового источника энергии постоянного тока швейцарский физик Пауль Бауман. Он создал свой первый опытный образец в швейцарской тюрьме, когда был в заключении более 20 лет назад. Мне не удалось узнать, за что он попал в такое не самое лучшее для творческой работы место, но, возможно, я плохо понимал английский. Кратко опишу, что представляют собой эти фантастические установки. Они созданы 4 типов мощностью 0,1, 0,3, 3 и 10 кВт. Установка внешне очень напоминает электростатическую машину с лейденскими банками, широко используемую в физических демонстрациях. В ней 2 акриловых диска с наклеенными из тонкого алюминия 36 узкими секторами, которые вращаются в разные стороны. В первых образцах в качестве дисков были использованы обычные грамм-пластинки. Машину запускают пальцами, толкнув диски в противоположные стороны. Скорость вращения 50-70 оборотов в минуту. После запуска диски вращаются самопроизвольно и могут быть легко остановлены пальцами. При этом развиваемое напряжение постоянного тока около 300-350 вольт при токе до 30 ампер. Механическая энергия, затрачиваемая на вращение, по измерениям профессора Маринова, это всего лишь около 100 милливатт. В сотни тысяч раз меньше вырабатываемой электрической энергии. Самая большая установка на 10 кВт работает с пластмассовыми дисками более 2 метров диаметром, а самая маленькая в 10 раз меньше. Вес установок достаточно мал. 3-киловаттная машина весит около 20 кг. При этом процесс разделения зарядов, на который надо тратить энергию, почти не тормозит дисков. Подключение нагрузки в виде лампы на 200 Вт также не изменяет скорости вращения. Никакого охлаждения или нагревания воздуха и деталей машины во время длительной работы не происходит. Ощущается лишь слабый запах озона. Такая система бесшумна, компактна, экологически абсолютно чиста и может быть установлена в любом месте. Но как вы думаете, позволят ли каждому человеку использовать такую энергию наши корпорации? Руководство коммуны совершенно справедливо считает, что массовое распространение таких систем в мире приведет к тепловому взрыву, так как вся вырабатываемая человечеством энергия в конечном итоге оказывается на энергетической свалке, переходит в тепло. И все это в конечном итоге приведет к перегреву окружающей среды. Они абсолютно не верят, и не без оснований, в возможности человечества договориться о разумном использовании этого открытия и считают, что вред от него будет больше, чем от ядерного, бактериологического или обычного оружия. Их основная идея для человечества – жить в равновесии с окружающей средой и полностью использовать энергию ветра, солнца, воды и тому подобное. Поэтому все в этой коммуне тщательно охраняется, допуск посторонних людей почти невозможен, а свое главное открытие по этим причинам они человечеству передавать не собираются. Далее начинается сплошной детектив. Австрийский физик из Института фундаментальной физики в Граце, специалист по электродинамике профессор Стефан Маринов посетил эту коммуну 2 раза – в июле 1988 года и феврале-марте 1989 года.
Ему подарили такую установку мощностью 100 Вт, и он исследовал ее в своей лаборатории. Насколько я сейчас выяснил, даже изобретатель этой машины не до конца понимает принцип ее работы, поэтому из научного любопытства он и вошел в контакт с Мариновым. В 1989 году профессор Маринов публикует книгу «Тернистый путь к правде. Документы о нарушении законов сохранения». В книге есть любопытные слова. «Я могу подтвердить без малейшего сомнения, эта машина есть чистейший классический вечный двигатель. После сообщения начального толчка она продолжает сколько угодно долго самостоятельно вращаться и при этом постоянно вырабатывает электрическую энергию. В такой машине мотор и генератор, разъединяющие заряды, соединены вместе, однако остается до сих пор неясным, как все это может происходить. Насколько мне известно, пока подобную установку не удалось кому-нибудь построить в других местах». В 1995 году автор этих строк делает доклады о механизме генерации энергии в унитарной квантовой теории на международных конференциях по холодному ядерному синтезу в Монте-Карло и доклад в Японии в октябре 1996 года «Генерация энергии в решениях уравнения Шрёдингера». После этого в апреле 1997 года профессор Маринов находит мой служебный телефон и раздается его телефонный звонок. Он хорошо говорил по-русски. Я впервые узнаю о существовании подобных устройств. Мы договариваемся об организации моей поездки в Австрию, в Грац, в Институт фундаментальной физики. Но 15 июля 1997 года профессор Стефан Маринов был выброшен из окна университетской библиотеки города Грац неизвестными людьми и погиб, унеся с собой много тайн. Любой детектив дальше начнет развивать идеи, что эти неизвестные люди действовали по поручению угольных, нефтяных, электрических или газовых компаний, а религиозная коммуна вообще ни при чем. Наши времена стали еще более жестокими, и можно не объяснять почему. Хорошо известно, что над подобными источниками энергии в США работал и великий серб Никола Тесла. Когда Морган, финансировавший его проект, узнал, что Тесла создает неиссякаемый источник энергии и весьма близок к цели, то немедленно прекратил всякое финансирование и запретил ему продолжать работы. Морган считал, что такой источник энергии сделает огромную массу людей независимыми, и ими уже будет трудно управлять. Тем не менее, Тесла умер своей смертью. В средние века таких людей просто сжигали на кострах, при социализме их из соображений гуманности просто не печатали, и они как бы вообще не существовали. А сейчас их вполне демократично выбрасывают из окон библиотек. Все-таки налицо некоторый прогресс, носящий колебательный характер. Мгновенная смерть лучше средневековой традиции зажаривания на костре. Во время моей деловой поездки в Швейцарию швейцарская сторона договорилась с коммуной о нашем визите вместе с одним знакомым физиком, работающим в Бернском университете. Как раз в коммуне должна была состояться юбилейная встреча некоторых выпускников Бернского университета. Однако в последний момент меня в коммуну не пустили, а мой знакомый физик, в настоящее время он преподаватель физики Бернского университета, провел там целый день. А мне пришлось чуть подняться в горы, чтобы хотя бы видеть коммуну из окна автомашины. В коммуне, кроме множества домов и большого лабораторного здания, есть один небольшой ветряк и маленькое водяное колесо. Думаю, что общая вырабатываемая этими источниками энергия не превосходит 2-5 киловатт. Остальное, то есть львиную долю, дают вечные двигатели. На следующий день после визита моего знакомого физика я с ним долго беседовал в его доме и узнал много интересных деталей. Его вид, когда он вернулся из коммуны, был растерянный, а руки дрожали. В России говорят в таких случаях, как будто ударили пыльным мешком. Что скажете? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.